приколите, вы монах, и просто 5 огромных ядер размером, я не знаю что. Уверен, что не все из вас смогли смотреть в выходные 10-часовые стримы, где наши ребята пробивались на Warlords через первую квалификацию. Первую с 3. Соответственно, один из них это был наш товарищ Dark, который на последнем S-тир турнире занял аж 3 место. И здесь он пытается пройти через тайваньского игрока Суракуму, это 2-й раунд. И видите, 2-0 проигрывал Dark, но смог камбэкнуть на 2-2. И решающая игра на карте Black Forest. Проход всего лишь один, и нации соответствующие, португальцы на турков. Ну что, товарищ Dark, вперед! Но играет он против супер опасного сорокумщика. Видим, что старт у нас 9 крестьян, и 3 креста посылаются на форвард, и делается лесопилка. Начинается воевать скауты, здесь кто первый придет, тот получит преимущество в виде того, что на него нападет тигр. В общем-то, понятно. Всего лишь 2 креста посылает Dark, то есть более хочет по экономике. Хотя здесь, видите, как-то на форвард пришли кресты и работают. Очень-очень нравится мне такой подход. Здесь, соответственно, нападение здесь небольшое. Dark наглеет, не делает лум. Видит, что вроде как Сорокумы рядом нету, но есть он рядом. Он доделывает лум. За португальцев, кстати, технология образу быстрее. Дарк сливает скаута, и, соответственно, приходит 3 креста. А так как лума нету, то и драться особо не получается. Но Сорокума спит и тоже сливает своего скаута. А это важно или нет, на самом деле? Учитывая куриц, которых нельзя подогнать, это не так важно, не так критично. Оленей здесь, соответственно, нету. Но Дарк... Да, 8 курочек аж, это приятно. И получает стенку Суракума. Ну что ж, как будто бы... Интересно, странно, что он не пошел, он же видит, что крестьяне нет тут раненые. Но нет, его устраивает эта ситуация, потому что он знает, что лесопилка рядом, в принципе, он работает. А вот Дарк работает или нет? Вроде тут все четко, он уходит на бэковую лесопилку. Дарк остается и без лума говорит: давай драться. Погнали, вперед. Ну что, давайте посмотрим больше на карту, потому что у нас здесь Black Forest немножко измененный. Не 3 слона, а теперь по 2 слона вместе, да, насколько мы видим. Озера, кстати, ни у кого нету, что тоже забавно. А вот релики интересно расположены, да? Вам не кажется, что на миникарте что-то не так? Должно быть вроде как по 3 релика, но здесь 2 у Сорокума и 1, 2, 3, 4 у Дарка. Это преимущество. Так, прорвался вроде Дарк, но одна крестьянка такая говорит: иди сюда. А Дарк такой: не хочу. Разводит на реакцию, грубо говоря. Ну, в общем, проверяет. Нервишки проверяет оппонента. Ну что, кур можно и так кушать. Давайте больше поговорим про... Так, ну сейчас я еще обращу внимание на Айдол. Удар Айдол 19 секунд. Эх. Зато он до сих пор без лума, поэтому он по крестьянам не отстает, а даже немножечко опережает 19-18. Так, ну хорошо. Карта у нас все разведана, правильно, поэтому слоны видны, а вот такие вот предаторы не сильно видны. Кстати, как я понял, Сорокума у нас... Блин, ну это у него, конечно, вообще супер. У него курицы относительно близко, да? И получается, что не то, чтобы так. Ага. Укреплять завол Сорокума. В общем, не надо мельницу отдельную ставить, да? Будет в мельницу относить, плюс еще ягоды приносят лес португальцу. В общем-то, очень приятно. У турка здесь таких приколов нету. Так, а Дарк до сих пор без лума, да? Ой-ой-ой. Ой, он отагрил, он прям на слона наметил, поэтому отагрил здесь. Ой-ой-ой, она же сдохнет сейчас. Смог отменить, но... не уходит. Куда они уходят? Стреляй! Нет. Дизастр, мэн. Ну вот, короче, что-то эта экономия на луме принесла одни проблемы. Ну, Дарк всегда стремился к идеальному геймплею. Вот, собственно, идеальный геймплей. Ну, в идеале у него все должно было сработать, но... И знаете, да, можно стремиться к идеальному геймплею, конечно. Это глобально хорошо. Но при счете 2-2... Ну, в общем, не знаю. Это уже, конечно, спорт высоких достижений. То есть киберспорт. Слоники тут, конечно, жу-жу. О-о-о. Боже мой, как он это делает. Не приближайтесь ко мне. Я бешеный. Переход 25-й. На 25 крестьянах. Там на 24. Безлума хочет играть. И всего лишь одна стенка здесь, да? Ударка. Так, а здесь... No problem. В общем-то, крестов не слил. Вроде и бог с ним, да? 2 мельницы, 1 лесопилка.
Два крестьянина за турка остались здесь и быстро добывают золото. Тоже прикольная адаптация здесь, в принципе. Ну, можно сказать, это как вторая лесопилка. Здесь лес качается потихонечку, тоже есть золото. Ну что, фасткасл на фасткасл. Так, давайте вернемся все-таки к нациям. Про португальца я уже сказал пару бонусов. У него выкачиваются ягоды, и одновременно с этим немножко капает лес, да? Собрали 3 ягоды, 1 древесина получилась. Хорошо, также все технологии, за исключением перехода в следующую эпохи, прокачиваются на 25% быстрее исследуются. Это удобно для всяких химий, для перехода в другие вещи. Также что? Очень сильный бонус на 20% скидка по золоту у всех военных юнитов, включая монахов, которые стоят не 100 золота, соответственно 80, рыцарей, арбалетов, да, осадку всю, вплоть до требушетов, для пушек, канониров. Вот так вот. Так. Хорошо. Не хочет делать лун, да, Дарк? Ух, какой. Ух, какой. Так, а здесь идет нападение так-то. Может, блин, сделать лун? А, делает лун. Хорошо, надо прокликивать каменные стены. Интересно, что Саракума решил сделать. Неожиданно. И он переходит раньше. Вот такой вот фасткасли. Фасткасли. Но это он на курицах сэкономил, получается. Здесь курочки кушаются 4 крестушками. И убегает. Дарк тоже нажимает переход. В принципе, все спокойно, стабильно. Так, здесь 2 слона забрали. В принципе, прорывается дальше здесь Саракума. Прокачивает топор. Также у Суракумы есть уникальный юнит Рибадекин, который в новом патче немножко порезан. Не 60 здоровья у него, а 50. Монахи в целом очень сильные. Так, давайте тут смотреть. Да ты много чем очень сильного. Порохи, да. Алебарды есть против гусар, если это вам понадобится. Так, а здесь стенка довольно усердно прорывается. 3 крестьянки работают над этим делом. Подкопщицы. Так, ну кур выносят туда-сюда. На золоте много. Ну да, я понял. На камень вышел Дарк. Основное золото не жрет. Вот оно, да? Жрет вообще это по сути нейтральное золото. Забавно. Просто оно на форварде оказалось, а не на бэке, как здесь. Ух ты! Диагональные ворота ставит Суракума. Видите, когда по диагональке у вас стенки, да, то можно вот такие ворота кидать. Это, конечно, немножко чит. Да, и таким самым образом крестьянам приходится отбегать, но вроде он вычинивает стену. Боже, что происходит? Ранее замковая эпоха, но я хотел, да, отметить то, что так как камень не добывал Суракума, то он делает монастырь осадку. И опять же, дешевых юнитов будет клепать. Окей. Так, а турк, добыча золота не апал. Но он не особо золото качает. Пила здесь. Суракума играет агрессивно, но Дарк в замковой эпохе, значит, стенки у него получили дополнительное здоровье, куры доедаются, выход на золото еще больше. Пока без ферм ребята работают. Ну что, как будто бы у Дарка все окей, подходят 2 крестьянки. Ему надо просто поставить замок, он не спешит, сильно не форсирует, хотя нет, покупает таки камень, да. Здесь сколько у нас осталось прорваться? Ну, как будто нормально. Заблокировал ворота причем. Так, делается таран и монахи. Монахи новые вообще офигенные. Таран даже тоже дешевле. Так, ставится замок максимально форвардно, чтобы убить вышку. Ну, по классике. Крестьянка своей ценой немножко покупает время. Выходит таран. Это довольно странно, но это чтобы пробиться, да? Я думал, выйдет манганель, чтобы... Чтобы что? Не, ну правильно, таран быстрее намного пробивается, действительно. У него там бонус 150, манганельки такого прям огромного бонуса нету. Много на золоте. Ну что ж, соберет релики. Ну сейчас можно обратить внимание, что действительно 2 на 4 релика. Что по балансу. Но пока без монастыря играет Дарк. Апает золото. Так, ну тут буквально есть дырка. Вопрос, с чем заходить, да? Замок готов. Тараний. Но Саракума понимает, что зачем ему сливать этот таран. Дарк его разберет крестами. Ой, он завалил таран свой. Туда замок его убьет. Ну тогда, если он его заволил... В общем, он волит сзади, да, закрывает. И что? Пошла покупка еды, Саракума первый начал. Ты первый начал. Но здесь очень сильно обузится золото. 17 на золоте за туркой с апгрейдом на золото. Ну, это очень быстро добыча, тоже покупать еда. Естественно, ребят готовят фаст и имперскую эпоху.
Насколько мы это понимаем. Ну да. Но здесь стоит отметить, что у португальца есть специальное здание, уникальное, доступное в имперской эпохе. Это фактория, которая приносит ресурсы. Но сама она тоже стоит ресурсы. Так, где таран тут? Таран пьют, канонир... Ну, как канонир? Янычар вышел. Так, ну здесь Дарк уже может видеть, что там целых 2 стены. А кто знает, что дальше? 2 монаха буквально. И все. Ну что, кто раньше нажмет МП? Да думаю, что одновременно. Давайте поговорим про бонусы турка скорее. Бонус турка то, что они, да, быстрее золото добывают, их единственный экономический бонус. Потом то, что у них пороховые юниты, во-первых, делаются быстрее, в том числе пушки. Они имеют больше здоровья, в том числе пушки. И, ну, они жесткие вообще. 2 пороховые нации. Гусары автоматически апаются, плюс они имеют дополнительную броню от стрел. В принципе, линия легкой кавалерии. Гусары очень сильные. Также можно пройтись по коронкам, в принципе, да. Так, здесь у меня не будет показываться. Ну, сипахи это коронка в замковой эпохе, чтобы на 20 хп были больше конные лучники. Кстати, Винчестер очень любил турками играть на Рейдж Форесте, да. И за турка выходить, допустим, против того же чехов, конных лучников именно. Это было неожиданным решением. И как-то так расконтроливать эти гауфницы и убивать. Ну, интересно. Здесь можно, в принципе, такого ожидать, но тут вообще-то фасты пойдут. Да, ребята, опять Саракума немножко раньше смог перейти. И вот эти вот строительства домов, да, они намекают на что-то. А это что? Аванпост? Осадка? Да, ну и, конечно, самый главный бонус турка это то, что у него химия прокачивается на халяву. То есть вам не нужно ждать. И мне показалось, что бассейн уже чистый. Развлекуха. Прикольный замок, конечно, тоже новый. Кайфуем. В общем, то, что химия будет сразу, это обеспечивает вам сразу продакшн пушек. То есть подумайте, сколько бонусов тут сразу задействовано. Кстати, тоже монастырь готов, и релики тачатся. Будет 4 релика, 4 на 2. То есть, первое. У вас химия сразу, да, вы сразу можете пушку делать. Второе, пушки делаются, в принципе, быстрее, это командный бонус, да, есть порох. Третье, у них больше хп. Четвертое, вы быстрее добываете золото. Это буквально значит, что у вас больше золота и больше пушек будет, да. Но здесь тоже у португальцев дешевле все юниты по золоту, в том числе и пушки, получается. То же самое, на всякий случай сделано на Манганель. Окей. Но отметим, что... Слушайте, да, Саракума готовит домики, это не просто так, он заранее готовит домики, потому что каждая фактория будет занимать 20 лимита. И посмотрите, что же он делает. Он вообще красавчик. У него 0 на еде. И остальные ребята работают на других ресах. По факту, это офигенно. 36 крестов на 39. Тут экономика больше через золото идет. Еще, помимо всего прочего, 4 релика. Также, кстати, мастер янычары. Так, я, насколько понимаю, да, сразу бегут кресты и делают... Фейторию. Делают ее не очень быстро, но не очень долго. Так, тут монахи активизируются. Блин, одна фактория сразу 20 лимита занимает. Но она стоит что-то типа там 300 золота, 350 камня, либо наоборот. Ну, такое. То есть, получается, очень жесткие инвестиции от Саракума. Он практически не делает крестьян, он вкладывает ресурсы, и пока ничего ему это не дает. В это время здесь производятся пушки. Требы, кстати, не делаются. Ну, Дарк мог сделать трибуше. И трибуше нельзя сконвертить. А Саракума понимает, против чего будет играть. Он сделал здоровье, сделал редемпшн и сделал уже блок-принтинг. У него и он монахов качает. Выходит монахов, у него есть 2 монастыря. Здесь что, потихоньку тащатся релики. Саракума пока просто монахами обороняется и делает стены. Вторая фактория. Так, уже получается 80 лимита, то есть реального лимита 40, плюс 2 фактории. Делает аванпосты грамотно. Аванпост на аванпост. Да ладно, ты тут сольешь? Сольет. Походу. Сольет крестьянку? Куда он убегает? А куда он агрится? Он обратно убежал быстро. Ничего себе. Прикольно. Вау! Какая ранняя артиллерия здесь от турка. Да, конечно, капец. Артиллерия стоит как половина импов, даже больше, но дает вашим пушкам, и не только, кстати, пушечным вышкам и пушечным галеонам, плюс 2 дальности. Осадной инженерии у турков нету, но есть плюс 2 дальности. Таким образом, монахи становятся не такой большой проблемой, но все же. Они пытаются конвертить, но если пушками стрелять... Да, не получается. И тут, конечно, вовремя Devotion делается. Ну-ка,
Блин, сконвертил, но замок ее убьет, да? Прикольно. Пушка не убивает креста. Так, и монах еще выжил. Минус пушка, обидно, но находит тут холмик Дарк и начинает пушить. Вспоминает про Devotion, чтобы не так быстро все это было. Так, а здесь, соответственно, смотрите, еще плюс еще плюс одна фактория и университет. Ну что, теперь эти фактории начинают окупаться уже, да? И уже ресурсы как будто бы начинают немножко копиться. Но все же, блин, тут дырки пробиваются. И по опыту Rage Forest'ов, как только пушек становится 5, эти стены не сильно работают. Можно, конечно, апнуть стены сделать, и, видимо, он для этого универ-то и сделал. Так, еще тут тачка. Релики это такое. Переваливается уже сзади Саракума. То есть у него половина крестьян уже занимаются какой-то фигней типа стен. Здесь, кстати, экономика туда-сюда полукак работает. Тачка поможет ей работать еще более эффективно. И апаются стены. Но по факту здесь буквально пара слоев. Тут вообще дырка, по-моему, да? То есть тут буквально можно проходить. Аж тут дырка. Тут можно прям заходить. Да? Вот тут вроде дырка. Ну ладно. Заходит Дарк. У него 5-я пушка делается. Кстати, уносит релики Саракума. Ну, правильно делает. У него ставится 4-я фактория. И у него не хватает домов просто. Но он ни во что не может выйти, кроме дешевейших монахов, которых неплохие. Так, броня на коне. Неужели он уже готовит рыцарей? Больше похоже на какой-то мисклик, либо что. Так, стены укрепились. Ну окей, не 1800 здоровья, а 3000. Так, это купит какое-то время, но, честно говоря, посмотрим, какое тут по монахам прилетело. Артиллерия, конечно, ранее это решает. Ну что, Дарк заходит. Дарку необходима эта победа, чтобы пройти в следующий раунд. Неплохо, но все пушки стреляют в одно место, но есть еще пушки. Ну, так, янычар, по-моему, не раскачивал Дарк, они не элитки. Да, ой-ой-ой. Ну, монах не может остановиться. Может, сейчас конвертнет? Ах, явно тут Devotion сработал. В сторону Дарка. Вообще посыпался, 0 армии, ничего нету, 45 крестов и все. Фактории 4 штуки. Он специально их ставит сзади, чтобы они не пошли под 2700 хп всего лишь. Помните, раньше было 4800 хп, как по замку. Их поднерфили, да, чтобы они не были инклюзированы. Блин, тут приколите вы монахи. Просто 5 огромных ядер размером, я не знаю что. Сколодец какой-нибудь. Просто летит. Первая стрела. Вообще непонятно. Он сделал... Первое военное здание, барак сейчас делает Саракума. Так, ну что, Дарку надо прорываться и выносить начинать. Надо добраться до фактории. А он будет тут тупить, что-то справа проходит, непонятно что. Здесь, в принципе, ничего особенного. У него, в принципе, только 2 военных здания работают. Ну, работают вроде, да? Сюда бы остатку добавить, темповать, темповать, темповать. Так, ну что, теократия добавляется, чтобы монахи не теряли ману все вместе. Вторая стрела, и кажется, это стрельбище. Баллистика делается. Ой-ой-ой, так, минус релики. Блин, я тут понимаю, как же сейчас поможет то, что у португальца технологии апаются быстрее. Это реально может помочь. Ресурсы есть, ресурсы просто летят. Он не вкладывается в новую факторию, он понимает, что сейчас не до новых факторий. Сейчас надо уже очень-очень быстро армию делать. Естественно, делает стрельбище, тут начинают ломаться. Посмотрите, здания крошатся просто за секунды, арбалеты. Начнется арбалеты именно. Арбалеты, я понимаю, этот выбор тоже супер дешевый юнит получается для португальца. И против янычар хорошо, так, -1 это окей, в принципе, но монахи надо по продакшену работать. А может быть даже домики разваливать можно, да? Они же так нужны Саракуме. Ой-ой-ой. У него по факту 47 крестьян. Ой-ой-ой, даже релики вносит Дарк. У него специально было 2 монаха. Вторую тачку делает. Классно, классно. Так, ну делаются арбалеты. Опять же, апы стремительно идут. Но Дарк методично выносит, типа тык-тык-тык, тык-тык-тык. Но Дарка жалко, нету камня, да, чтобы поставить замок, как-то закрепиться. Нету. Тут одна пушка стоит. Вроде все неплохо. Здесь, конечно, он уходит. Блин, жалко, что мы как бы жителей тоже не убиваем. Саракума максимально уходит. Релики утаскиваются. 6 реликов будет отлично. Так, убегают чуваки. Заметили с арбалетой. Ну что же, но есть пак пушек. 8 суммарно. В принципе, опять же, пушек 100 хп. Так, конвертится пара юнитов, но они довольно быстро умрут. Тут есть янычары. Янычары, кстати, вообще без апов. Даже без первой брони. Здесь... О май гад. Мужик. Делаются арбалеты. Блин, неужели у него так много стрельбищ? Посмотрите. Смотрите, прикол, да? Кресты Саракума, по сути... Нет, работают здесь. Работают здесь, на самом деле не работают. И он их особо не сливал, 44. Начинается жара. Благо монастырей практически я не вижу, да? Есть где-то 3 монаха, но монастырей практически нету. То есть пушки крыть-то нечем. Но делается химия, броня.
Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Осадка идет, блин, давно я жду эту осадку уже. Луки делаются. Янычары получили первую броню, и вроде падает Саракума. Здесь выходят монахи, есть реакция на них. Так, ну что, здесь Хиби, еще и кольцо. Ничего себе он апы не забывает. Кольцо делает, чтобы скорострельные лучники были. Так, Дарк тоже понимает, что важно держаться вместе. Здесь замок расстреливает, идут кресты, пушки. Через узкий проход. Бым-бым. Ну, формально лимита 137, но по факту нету ничего у Саракумы. Уже ему выносят стрельбище. У него уже заканчивается здесь золото, хотя есть еще одно. Так, кольцо доделал. Выходит пачка снизу, сверху. Так, где-то какой-то монах. Пес его знает. Наверное, он сдох уже где-то. Здесь еще выстрел, но он отмикривает. Стоп, все янычары разлетелись, ребята, остались пушки. Осадка. Ой-ой, арбалеты со всех сторон приходят, и получается сложно по ним уже попасть. Но все, они еще умирают. Не-не-не, подождите, подождите. Мы теряем позицию. Он делает осадку. У него есть ресурсы. По ресурсам что? У Саракумы вперед по ресурсам. Пошла жара. Неужели фактории могут сработать? Он вычинивает пушки, но очень тут по арбалетам хрен попадешь, как называется. Вроде по головам прилетает. Но арбалеты просто бесплатные у португальца. Какого лешего? Сколько факторий работает? 4? Почему он их может спамить бесконечно? Он продает еду, которая ему вообще не нужна. Это умно. Зачем ему сейчас еда? Еда капает, но она не нужна. Он может дамок строить. Но откуда ресурсы? Так, 5 пушек. Делается отсюда. Но мы видим, что Дарк уже переключается, я так понимаю, на легкую кавалерию. Да, построил первую конюшню, он уже апал. Но здесь, блин, вот так допикривает. Ну ладно, тут уже крестами можно даже разобраться. Ну ладно, есть янычары. Один штука. Но здесь, конечно, и замок ставится. Блин, Саракума выживает, господи, ты что? Ну Дарк, кстати, по ресурсам нормально. У него по факту крестьян, ну, больше на 20 уже, да? Но он в одну ратушу играл. Максимально улынился. Стена умирает, и тут теперь как-то не так ты себя хорошо чувствуешь, да? Пушки на голом поле, и ты такой, ё-моё. У пушек минимальный рейндж, они стреляют в стену, пока их расстреливают лучники. Лучники на самом деле хорошо контрят пушки, да, если не подставляются. И, боже мой, да ладно, он не допушил. Но есть ли шансы? Все-таки крестов больше. И вспоминаем теперь про релики, которые утащил Дарк. 6 реликов. У турка тут еще золото. Ну сейчас что надо? Пушки, легкая кавалерия? Но надо больше брони раскачивать ей. Проблема в том, что у Дарка нету каких-то там факторий, которые на халяву приносят 1000 еды, там что-то такое, да. У него обычная экономика. Ну как обычно, со второй тачкой. У него, кстати, такая неплохая экономика. Правда, пушку сливает, господи. Сливает пушку. Здесь еще одна фактория, то есть пытаться на фактории. Фактория — это очень имбовая тема. Ее преимущество над обычной экономикой с тем, что вот мы можем по циферкам смотреть и видеть, ага, ну ресурсы примерно одинаково. Да, но проблема в том, что ты построил факторию и 4 домика, и все. Ресурсы капают. Здесь, чтобы ресурсы капали, тебе нужно вложиться в ратушу, построить крестьян, построить фермы, тоже для них домики построить. Построить вот это вот все, вот эту всю инфраструктуру. И даже больше места тебе нужно. Так, но здесь гусары нападают. У них, в принципе, уже неплохая броня. 2 плюс 3 пятерка. Замок стоит. Или стоит. Он на пофиг убивает замок? Блин, умно. Но минус 2 пушки, это больно. Но замок добил. Нет, замок, наверное, больше котируется, чем 2, по сути, бесплатные пушки португальца. Это вообще забейте. Но португалец добавляет конюшни. То есть он видит гусаров, очень сильных гусаров турка, которых почти не надо апать, да? Точнее, ну их легко слишком апнуть. Вот и последняя броня через минуту. Они будут контрить лучников. И он не добавляет алебарды. Он добавляет просто обычных рыцарей, которые снова дешевле по золоту. Он играет золотом. Гениально. Но самое интересное, что Саракума практически не терял крестьян. То есть 6 крестьян он потерял. Так, неплохо, но в последний момент Саракума пытается увернуться. Что здесь? Конюшни вроде есть. И вроде экономика. Пушки, гусары. Вот это комбо. Стандартный рыцарь бежит, уже палится. Ну, у турка есть верблюды.
Блин, ну вот это, конечно, дизастрич. Финальная катка, можно ли ее еще перевернуть? На камень совсем Дарк забил. Пушки крутятся, лавеха мутится. Не знаю. Монастырь. Второй монастырь. Он пошел монахов делать. Он хочет вербовать. Джбоньк. Так. Пушки вычиниваются, но кавалеры бегут. Уже сейчас будут кавалеры. Как же тут решает... Ух, хороший выстрел. Замок, да ладно тебе. Этот замок может стать похоронным. Как же тут решает, что вот эти все апгрейды за португальца быстрее приходят? Это просто идеальная тема, блин, с теми факториями. То есть это не какой-то прикол, это буквально его стратегия. Ходят гусары, ну сейчас, если лучников убить, и потом типа монахами вербовать рыцарей, я вижу эту стратегию, но... Блин, не знаю, что-то какая-то вода. Замок ставится еще более агрессивно. Идут эти жители, идут пушки, идет все. Почему так много ресурсов у португальца? Да и даже не скажешь, что много ресурсов. Удар не сильно отстает по ресурсам, но... Но в этом прикол, что он вкладывается в крестьян и все прочее, вот это все фигня. Еще монастыри перестраивает. Но ставится замок прямо на Дарка. Его 6 реликвий. Кони бегут. Как их сейчас останавливать? Монахи быстро не делаются. И Дарк ливает, и он проигрывает во втором раунде Саракуме. 2800 плееру супер опасному. Но, блин, ну честно, эту игру я просто уверен, Дарк должен был забирать. Он четко сделал артиллерию, но потом он, ну честно скажем, расслабился. Он не допушил, не сделал пушку, как-то не придумал, может, замок, либо даже пушечные вышки. Мы на стриме рассуждали. Вот как-то так, ну не буду я по янычар. Да, что-то буду разрушать, да. А Саракума, блин, как максимально выжидал, да, как паук. Его в свои сети, да, и грамотно здесь стрельбище поставил со всех сторон, напал со всех сторон, Дарк что-то чук-чук-чук-чук. Его лучники размотали с баллистикой. Пушки остались, тяжело контролить все там, да. И он камбэкнул, прошел дальше. Жесткая катка, как по мне. Я вообще этого не ожидал. АПМ всего лишь 50/79. Я был уверен, что Дарк здесь победит. Но не дожал. И жалко, потому что Дарк на первой квалификации, получается, не прошел. На второй квалификации его не будет, потому что он там не может участвовать из-за своих танцев. Придется, у него последний шанс. Третья квалификация. Ну что, это очень опасно. Хоть это был и не решающий раунд, но все равно был хороший вариант. Там на Себастьяна попасть. Ну вот та самая игра, где реально фактории прям очень сильно, мне кажется, зарешали. Очень-очень сильно. И даже релики не спасли. Что ты будешь делать? Ну, отдадим должное Саракуме, а Дарку, надо сказать, маленькое ай-яй-яй, что вот расслабился действительно. Недооценил, получается, силу этих зданий.